Всем снова здравствуйте. Я рада вас приветствовать на нашем следующем танце. Это будет опять сценическая постановка, но с небольшими вставками также таборного танца. Танец сложный, несмотря на то, что довольно короткий, подходит для сольника всего 2 минуты 15 секунд, кажется, но очень-очень насыщенная музыка. Как мы его будем начинать? Он у нас начинается с выходки. На выходку даются 2 восьмерки, но танец начинается сразу же с музыки, то есть там нету тремоло подготовительной, в которой мы можем вступить. Поэтому, чтобы не избежать суетливости, мы будем вступать на вторую восьмерку, а первую восьмерку, чтобы показать, что мы в курсе ситуации и мы ничего не пропустили, мы будем делать движения на точке, небольшие по амплитуде, но они должны быть очень цыганскими. Мы будем просто переставлять ногу, выставлять одну ногу поочередно на носок и работать юбкой. Здесь нужно будет работать юбкой низко, потому что мы еще не начали танец, и не надо делать очень сильных движений, но они должны быть цыганскими. Для этого юбка ни в коем случае не берется за краешек. Ну, вы это, наверное, уже знаете, но я сразу же извиняюсь, все свои танцы я, тем не менее, буду начинать с обязательных правил. Юбка берется так, чтобы она была в тонусе, точно так же, как рука. Она не должна быть очень сильно натянутой, но и не должна провисать. Она должна быть всегда в тонусе. Для этого, как правило, хороший ориентир – начало валана, то есть вот это вот место самое оптимальное для забора юбки. И работаем мы ей противовесом, то есть нога, которая выходит вперед, и к ней тянется противоположная рука. И что здесь важно, в этом движении, говорю для девочек, которые профессионально танцуют, но не цыганский танец. Смотрите, очень распространенная ошибка, когда не цыганские девушки, тем не менее очень пластичные, начинают делать вот это вот. Вот такие движения. Это сразу же уводит в сторону. Это не цыганский танец. Цыганский танец, бедра, пластика заключается не в бедрах, а в корпусе, в вытянутом корпусе и в руках. Бедра и ребра одно целое. То есть, как бы, если мы хотим поворачиваться, мы поворачиваемся целиком корпусом. Мы не отделяем вот эту вот грудную клетку от бедра. Бедра в исключительных случаях очень сильные танцовщицы иногда используют, но строго дозированно и именно в тех моментах, где нужно. За правило лучше взять, что бедра отдельно от ребер не работают. И вот мы, значит, на первую восьмерку мы спокойненько стоим, работаем юбкой. На вторую восьмерку мы вступаем. У нас будет обычная наша пробежка. Сейчас я покажу ее в юбке, а потом то же самое все покажу как бы просто в платье, чтобы было видно, как работают ноги. Пробежка у нас шаг-подскок, 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 шаг-подскок. То есть нога рабочая идет вперед, опорная перемещается за нее. И подскок делается не наверх, а вниз за счет сгибания коленки. Раз, два, три. Сгибается коленка опорной ноги, рабочая прямая, но без натянутых коленок, выводится вперед и делает шаг. Раз, два, три. 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 И на этом шаге, как мы будем держать юбку. Смотрите, у нас юбка уже в руках, но вступить в танец нужно акцентированно. Для этого мы все равно делаем вид, как будто мы подхватываем юбку. И подхватываем мы ее снизу. И для того, чтобы ее подхватить снизу, мы должны присесть
согнуть коленки и нагнуться вниз. Нагнуться не вперед, а через бок, чтобы было красиво. И вот мы собираем юбку и вступаем в танец. Вступаем в танец, присев, подхватив юбку. Первый шаг – юбка перед грудью. Второй раз раскрывается. Обратите внимание, раскрывается она высоко. Второй, значит, шаг открылась. Третий шаг пошла назад. На четвертый шаг закрылась. Это мы сделали половину восьмерки. А на вторую половину восьмерки мы будем делать тот же самый шаг, но больше по сторонам. И юбку мы будем на один шаг выводить вперед, закрывать, на второй шаг открывать. И заканчиваем мы вот эту вот восьмерку, нашу выходку, разворотом через плечо. Раз, два, три. И здесь мы прыгаем на колено. Именно прыгаем. Для чего это нужно? Для того, чтобы юбка у нас кружочком легла. Я сейчас покажу медленно. Юбка навряд ли у меня так сильно размахнется, но потом в быстром темпе будет видно. То есть вторая половинка восьмерки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, юбка у меня кружочком вокруг. И вот тут начинается самое сложное, по крайней мере для меня, работа в статике. Сложность в том, что нам нужно обыграть слова. Не во всех цыганских песнях слова, так сказать, требуют хореографической реализации, потому что иногда они настолько простые, что понятно, что они нужны только для того, чтобы показать цыганский великолепный вокал. Но в этой песне у нас вполне конкретный лирический сюжет. Песню поет мальчик, который рассказывает, что вот он там видит пару, там видит пару, там видит пару. Все вокруг парами. Дуй по-цыгански два, ну, значит, соответственно, вот дуй, 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 там пара, там пара, там пара. И он говорит, и я тоже бы хотел бы быть со своей девушкой. И дальше он начинает рассказывать о девушке, что он бы поцеловал ее белое личико, заглянул бы в ее черные глазки, и нам вот это вот все нужно обыграть хотя бы в начале песни. Поэтому вот мы опустились на колено. Значит, после того, как мы упали на коленку, у нас, собственно говоря, и начинается актерская работа. Певица начинает петь «Дуй, дуй, дуй, дуй». Дуй по-цыгански пара, двое. Значит, и слова такие, что там двое, а там еще 14 пар. И вот нам это все нужно изобразить жестами, и чтобы было понятно, о чем мы, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это еще было красиво и хореографично. Я здесь, безусловно, у кого хорошие актерские качества, может сам что-нибудь придумать. У кого актерские качества пока еще не проявлены, предлагаю такой вариант. Поднимаем руки и разводим их вокруг, разводим их, чтобы показать, что вокруг у нас там двое, там двое. Чтобы руки развести красиво, сначала их нужно поднять, более хореографично смотрится, когда руки поднимаются, да и вообще работают не на одном уровне, а немножко на разных уровнях. Поэтому мы можем их и поднять, сначала одну руку показать, там двое, а там вообще 14 пар. Вот таким вот жестом. То есть начинать дуй, 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 дуй. И дальше там дэшу штармандуй. И потом можно еще, если хватает по музыке, можно покачать головой и погрозить пальчиком. Дальше уже мы превращаемся в девушку, про которую поет молодой человек. Песня от лица молодого человека, который вот как бы скучает по девушке, видит вокруг пары и хочет быть со своей девушкой.
И вот, когда он начинает петь про девушку, мы как будто бы его услышали, и вот таким жестом поднимаемся. Смотрите, сначала же делаем жест руками, как будто бы мы засучиваем рукава и одновременно поднимаем руки наверх на 4 счета. Вернее, не 4 счета, там нету ритма, только пение, поэтому счет просчитать унифицированно и сложно. В общем, 4 раза руками сделаем это движение, не поднимаясь с коленки, только поднимая руки. А дальше поднимаемся вслед за руками и делаем один закрытый шаг в сторону, в ту, в которую мы поднимались, разводим руки одновременно, одна наверх, другая вниз, смотрим на руку, и затем делаем второй закрытый шаг в другую сторону, тоже руки разводим по диагонали. Дальше мы проворачиваемся под рукой и встаем вот в такую позу на одно бедро. Эта поза немножко похожа, как вот мы делали в самой первой постановке для начинающих, когда раскручиваемся, падаем на одно бедро, одной рукой закрываемся. Вот поза похожая, только руки у нас наверху. Направление можете взять, какое вам удобно. То есть вы прокрутились под рукой, встали либо сюда, неважно. И дальше как бы молодой человек поет. Я бы тоже посмотрел в белое личико, и мы вот обрисовываем руками, показываем свое белое личико, руки обратно уводим. Дальше он поет, я бы посмотрел, заглянул в ее черные глазки, и мы руками можем сделать вот такой жест, подчеркнуть глаза и немножечко либо волну руками сделать, либо просто покачать плечами. Дальше, ну, он продолжает петь, что сердце его не на месте, пока девушка не с ним, и мы в этот момент делаем такой реверанс, отходим назад с юбкой, встаем опять вот в ту же позу, в которой мы только что были, только уже с юбкой, закрываемся одной юбкой. А дальше музыка резко меняется, и мы тоже резко меняем настрой в танце. Делаем 2 выброса ноги вперед на носок. То же самое, что мы делали с вами в начале с низкой юбкой, только здесь у нас уже музыка, мы уже, можно сказать, в разгаре танца, поэтому юбка уже работает высоко. После этих 2 выбросов носка разворот, и мы готовы к танцу. Теперь сделаем все подсчет. Значит, первые 4 счета либо на месте стоим, выбрасывая носки, либо можно, если мы должны этим шагом выйти на сцену, можно вот так вот, как сказать, не очень ярко, что ли, да, как будто мы просто как бы прогуливаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на 8 прыжок, развернулись и сели. И строго осмотрели всех вокруг. Дальше начинаем. Поднимаем руки, показываем рукой в одну сторону, показываем рукой в другую сторону. Еще показали. Руку положили на голову, покачали головой, погрозили пальцем. Дальше услышали голос молодого человека, подняли сначала руки, затем за руками сами поднялись. Закрытый шаг, смотрим на руку. Закрытый шаг в другую сторону, смотрим на руку. Провернулись под руками, встали в позу, в наклонную, показали белое личико, показали черные глазки, взяли юбку, развернулись назад, опять встали в наклонную позу.
А дальше? Раз, два, три, четыре. И мы готовы для следующей связки. Дуй, 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 де шуштари варду, течу мі дав, течу мі дав, парному й мечам дав, дерекале пал давайло, проште то най пошло, несо. Дуй, 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 де шуштари варду, течу мі дав, течу мі дав, парному й мечам дав, дерекале пал давайло, проште то най пошло, несо.